Приветствую вас на канале Wow Nails Design, и в этом видео поделюсь идеей, покажу мастер-класс на вот такой вот дизайн, подходящий для маникюра ко дню всех влюбленных в таких вот малиновых и черных тонах. Дизайн несложный, но получается очень эффектный. Заранее предупрежу, на начальном этапе, когда ноготки мы укрепляем или выравниваем базой, лучше этого не делать и сделать ноготки как можно тоньше, так как дизайн в несколько слоев и достаточно объемный сам по себе. На прозрачном ноготке прорисовываю черным гель-лаком вот такую полосу по диагонали. Не нужно выравнивать ее до идеала. Просушиваю 60 секунд, снимаю липкий слой и перекрываю ноготок тонко базой для гель-лака. И прямо на эту жидкую базу выкладываю комифубики в форме сердец, черные и лиловые. Крупные комифубики очень красиво переливаются. Просушиваю 10 секунд базу и перекрываю еще одним не толстым слоем, чтобы поплотнее выложить на эту жидкую базу те же самые сердца, фиолетовые, лиловые, и добавлю немножко малиновых для большей такой контрастности и сочности. Фиксирую сердца и базу 10 секунд в лампе. И теперь необходимо перекрыть, так как это очень крупные и достаточно плоские и могут где-то подтарчивать и выпирать, необходимо ноготок хорошо выровнять базой для гель-лака. Базу лучше взять поплотнее, просушила ее 30 секунд, сняла липкий слой, подпиливаю пилкой, чтобы убрать где-то торчащие уголочки этих блесток, и перекрываю таким вот гель-лаком от Bon Priti с черными такими хлопьями. Очень стильно и эффектно смотрится этот лак, и сейчас он набирает популярность. Просушиваю 30 секунд и затем немного выравнивающим слоем перекрываю глянцевым топом. Но очень залипательно смотрится этот дизайн, эти сердца переливаются всеми цветами радуги, а малиновые сердца прям горят. Просушиваю топ 60 секунд. И следующий вариант дизайна: ноготок также не утолщаем, и промазав ноготок тонко базой для гель-лака, на жидкую эту базу выкладываю черные, лиловые и малиновые сердца, где-то в середине ноготка и чуть выше этой середины. Фиксирую в лампе 10 секунд и затем, чтобы мне перекрыть, запечатать эти сердца, так как они крупные, хорошенько выравниваю ноготок базы для гель-лака. Просушиваю базу 30 секунд, убираю липкий слой и пилочкой подпиливаю, чтобы нигде не было торчащих заусенцев этих крупных плоских блесток. И теперь плотным черным гель-лаком сначала прям кистью из флакона от середины ноготка в форме сердца закрашиваю свободный край ноготка. Тонкой кистью или кистью для подмалевков выравниваю границу и по форме, и также у боковых валиков. Просушиваю 60 секунд гель-лак, снимаю липкий слой, эти изюминки, и придать еще большей стильности этому дизайну перекрываю гель-лаком вот с такими вот черными хлопьями. Просушиваю гель-лак с хлопьями 30 секунд и затем ноготок перекрываю глянцевым топом без липкости, слегка выравнивающим слоем. Просушиваю топ 60 секунд. И следующий вариант дизайна: ноготок перекрываю тонко базой для гель-лака и на жидкую базу выкладываю сердца. У кутикулы это будут бледно-розовые, светло-розовые, дальше лиловые, то есть получится такой градиент из этих блесток, и к свободному краю малиновые. Подсушиваю 10 секунд, блестки стараюсь не выкладывать сильно близко к свободному краю кутикулы и к боковым валикам, иначе их не получится хорошо запечатать базой. Ноготок перекрыла, выровняла базой для гель-лака, просушила ее 30 секунд, сняла липкий слой и подпилила где-то торчащие эти блестки заусенцы. Вытерла от пыли. И теперь гель-краской без липкого слоя и плоской скошенной кистью прорисовываю френч. В основном френч я прорисовываю в два слоя. Прорисовываю первый слой достаточно плотный, густой, а вторым слоем уже дублирую и до идеала выравниваю какие-то мелкие недочеты этого френча. Гель-краска это очень быстро сохнет, просушиваю окончательно 30 секунд и затем ноготок перекрываю глянцевым топом без липкого слоя, слегка выравнивая. Просушиваю топ 60 секунд.
Следующий ноготок покажу, с чем же можно сочетать предыдущие три. И в первую очередь это очень эффектно будет градиент. Градиент делаю кистью гребешок. У меня это три цвета. Малиновый с блестками, фиолетовый и белый йогуртовый с цветными такими песчинками. Название материалов и ссылки найдете в описании под этим видео. На типсе градиент у меня получился в один слой, но на ноготках, чтобы получить более глубокий цвет, я предпочитаю делать градиент в два слоя. Просушив градиент 60 секунд, перекрываю ноготок гель-лаком с черными вот такими хлопьями. Просушиваю его 30 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом. Кстати, эта идея безумно красиво смотрится также и в матовом исполнении. Просушиваю 60 секунд. Следующий вариант. Ноготок перекрываю тонко базой для гель-лака и на эту жидкую базу выкладываю сначала черные сердца, затем лиловые и, конечно же, малиновые. Вперемешку располагаю эти цвета и выкладываю я не на весь ноготок, где-то на треть, на половину ноготка. Фиксирую 10 секунд в лампе и затем перекрываю базой для гель-лака, лучше взять ее поплотнее, хорошенько выравнивая ноготок и запечатывая крупно эти блестки. Просушиваю 30 секунд, вытираю липкий слой, бафлю, так как у меня нет нигде торчащих, можно не подпиливать, вытираю от пыли и теперь буду делать градиент. На треть ноготка нанесла базу прозрачную для гель-лака, далее фиолетовый, еще меньше малинового с блестками и где-то 2-3 мм на свободном крае черный гель-лак. Кистью гребешок для градиента перемешиваю, начиная с базы и фиолетового гель-лака, разметающим движениями с стороны в сторону, перемешиваю аккуратно между собой гель-лаки. Затем, чтобы доработать, чтобы градиент получился в идеале, вот такими вот штрихами, стягивающими друг на друга движениями, перемешиваю гель-лаки цвета между собой. Если необходимо, либо дублирую, прохожусь кистью еще раз с такими же стягивающими движениями, либо дублирую слой. Но здесь у меня идеально получилось и в один слой. Дорабатываю у свободного края, снимаю излишки. Просушиваю 60 секунд. И перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Слегка выравниваю. Необычный получается градиент и безумно красиво переливаются внутри эти блестки. Просушиваю 60 секунд и подборочка дизайнов ко Дню влюбленных готова. Все ссылки на название найдете в описании под этим видео. И если это видео вам было полезным или понравилось, не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также очень рада обратной связи и пожеланиям на новые интересные видео. До новых встреч!